И снова здравствуйте, продолжаю вещать с больничного, с умирающим голосом. Но есть еще одна важная тема, которую вот меня постоянно спрашивают и нужно как-то прокомментировать. Это великий исход PlayStation эксклюзивов с консоли. Трагедия века для всех, кто купил консоли от Sony. Ну вот реально я вижу, что люди переживают. Мне приходят письма вот такие простыни. Ну как же так? Как же так? Я столько лет верил в PlayStation, а тут получается, что одна игра, что другая. Вот все на ПК утекает. И как же, жить? И вот вновь мне хочется сказать, детский сад. Я, с одной стороны, могу понять эти чувства, что консоль, наверное, покупалась для вот какого-то особенного чувства, ею владения. И когда-то, наверное, даже эти ощущения мне были знакомы и понятны, но сейчас, так смотрю, какой, детский сад. Особенно, когда взрослые мужики мне начинают говорить, я только хочу сказать, ребята, вы чё вообще? Какая разница, на чем играть? И все меньше разницы будет в ближайшие годы, когда все будет про сервисы, а не про конкретные железки. Это первое. Второе, всем тем, кто такой охал-ахал, когда я в начале года анонсировал Death Stranding на ПК, предлагаю снова хвататься за таблетки, кричать, что я сошел с ума, и все, что вы делали в начале года, потому что Horizon Zero Dawn в феврале следующего года будет на ПК. Надеюсь, друзья, вы живы, скоро будет анонс. А что это? Да ты проглоти. Не, эти не глотай. Почему так происходит? Есть несколько версий. На самом деле, одна довольно внятно и реалистично звучит. Это то, что сейчас будет PlayStation 5. Жизненный цикл PS4 подходит к концу. Все продажи игры свои основные уже сделали. И, собственно, нет ничего плохого в том, чтобы Days Gone, который не очень хорошо продался для стольких лет разработки, там явно, в общем-то, все это делалось на перспективу, неплохо бы его подпродать. Да, про Детройт и игры Quantic Dream я уже объяснял в начале года про всю сложность ситуации. Продажи там тоже играют роль. И Death Stranding тоже понятно, что это не God of War по продажам, несмотря на то, что проект наверняка успешный. И, собственно, вполне логичным объяснением вот такого исхода может быть подготовка к сиквелу. То, что сейчас выйдут порты, а когда, в общем-то, в эпоху PlayStation 5 появятся вторые части, люди уже будут в курсе, что это за франшиза. А так они для них не сильно знакомы. Да ладно, я этого чувака знаю. Граф Пидорахула. То есть тут такая понятная логика. Добираем, в общем-то, тиражи на платформе, пускай там не сногсшибательные продажи будут, но денежка есть денежка, и заодно готовим аудиторию новую для перехода на PlayStation 5. Это очень обидное слово, оскорбительное просто. Ну да, обидно, но... Слушай, этот термин в принципе некорректен. Это одна версия событий, она очень понятная, но тут я вот общаюсь с разными разработчиками, которые сейчас уже что-то делают для PlayStation 5, и они мне сказали, что Sony как бы сразу говорит, имейте в виду ПК-версию. Поэтому, возможно, все это еще дело глобально связано как раз с приходом стриминга и каких-то решений вот для этих технологий. То есть я вам говорю, в ближайшие годы в игровой индустрии будет интересно, будет много движений тектонических прямо. И до конца не совсем понятно каким. И при этом я не думаю, что, например, в ближайшее время мы прям там увидим God of War или Last of Us 2. По крайней мере, мне ничего про это не известно. А этих двух франшиз и так достаточно, чтобы обладатели PlayStation и дальше по праву считали себя особыми ценителями игрового искусства.